Wait a moment, wait a moment. Димаш обнаружил будущую звезду прямо во время своего концерта. Прекрасная незнакомка подпевала песни Димаша вместе с другими зрителями, и Димаш, благодаря своему утонченному слуху, сразу обратил внимание на голос красивой девушки и пригласил ее на сцену, где стало понятно, что у девушки настоящий талант и красивый голос. То есть наш Димаш еще и сам является продюсером, причем ему не нужно для этого устраивать кастинги и конкурсы, он определяет талант исполнителя даже в большой толпе людей, которые поют сразу все вместе. Вот так вот, друзья, думаю, что после данного концерта многие заинтересуются данной девушкой, и мы о ней еще услышим. Мы ее нашли, друзья, ту самую прекрасную незнакомку, голос которой Димаш услышал в толпе своих слушателей на сольном концерте в Турции. Голос девушки настолько удивил певца, что он пригласил девушку на сцену и попросил спеть для всех поклонников. Девушка не растерялась и продемонстрировала удивленной публике свои голосовые данные. Невероятно наполненный и сильный голос оказался у девушки, и многие поклонники Димаша после данного концерта певца стали интересоваться и искать в социальных сетях молодую певицу. Ну и, конечно же, мы также не могли остаться в стороне и подготовили для вас полноценный обзор на молодую талантливую певицу. И для начала я предлагаю вам вспомнить тот самый момент с концерта Димаша. Приятного просмотра, друзья! Кристина Пантеа. Именно так зовут девушку. Я удивился, когда узнал, что девушке всего 15 лет. Она из Румынии, из города Орадea. Девушка начала увлекаться музыкой и пением с 5 лет, но, как утверждает сама Кристина, по-настоящему увлекаться вокалом она начала 4 года назад, когда открыла для себя творчество Димаша Кудайбергена. С тех пор девушка следит за всеми новостями из жизни и творчества Димаша и является участницей фанатского движения Dears. Кристина сказала о том, что именно Димаш вдохновил ее на занятия музыкой и вокалом. И также благодаря ему юная певица начала сама сочинять музыкальные композиции. Кристина
активно ведет свои социальные сети, где выкладывает свои видео-каверы на разные песни. В том числе певица любит петь песни Димаша. Обязательно ознакомьтесь с ее творчеством. Ссылка на YouTube-канал Кристины будет в описании под этим видео. Очень советую вам посмотреть и послушать работы молодой певицы. Это по-настоящему достойное исполнение, прекрасный голос и творческий подход. Кстати, после того самого выступления в Турции на концерте Димаша, девушка разместила в своем профиле пост и написала такие слова, цитата: «Незабываемый момент для меня. Очень нервничала, потому что все было более чем неожиданно. И я поняла, что если много работать, то можно осуществить все мечты. Спасибо большое за все». Конец цитаты. Climbing up this mountain and climbing it up twice, hoping that I make it this time, but I'm so done with hoping. Cause hoping is the failing, is the falling down this mountain, falling down again. I'm gonna make it up this mountain, make it to the top, show them what I made up, show them what I've got. Кристина участвовала в разных вокальных конкурсах и уже известна небольшому количеству людей, которые сразу узнали девушку в нашем прежнем видео. Так, в августе 2022 года Кристина прошла в финал детского вокального конкурса, который проходил в октябре. Кстати, обязательно посмотрите наше предыдущее видео, если вы не понимаете, о чем именно идет речь в данном видео. Юная исполнительница из Румынии очень полюбились песни на казахском языке. Свой первый кавер на песню Димаша девушка выложила в 2021 году. Это была песня «Знай», после которой последовали «Карагымай» и «Stranger». В 2022 году девушка уже была на концерте Димаша в Праге, где ей удалось даже взять автограф у любимого певца. Там нет меня, где пароход в ночи надрывно прогудел, где понимает небосвод, где понимает небосвод, что без себя сиротел. Ну что, друзья, для того, чтобы стать звездой, у Кристины есть все шансы. Девушка очень грамотно подходит к исполнению каждой песни. Она общается с носителями иностранных языков. Таких как казахский язык, прежде чем исполнить песню на данном языке. Мне вдвойне приятно, что Кристина является участницей команды Диерс и следит за нашим любимым народным артистом мира Димашем. Думаю, что многие поклонники певца поддержат юную талантливую артистку, и ее ждет большое творческое будущее. Может быть, даже нас ожидает совместное исполнение с Димашем. Как бы вы отнеслись к подобному дуэту? Напишите свое мнение в комментариях, друзья. Происходило на сольном концерте Димаша в Анталии, который прошел совсем недавно, а именно 6 мая. На данном концерте Димаш сделал еще один сюрприз для всех своих поклонников и исполнил новую песню совместно с популярным турецким диджеем Бураком и Етерем. Песня называется «The Weekend». Это новое звучание нашего любимого артиста. Димаш решил добавить танцевальной музыки в свое творчество, и зрители по достоинству оценили новую композицию от двух артистов. Стоит отметить, что Бурак Етер является очень популярным диджеем во всем мире, и его клипы набирают миллионы просмотров, а песни постоянно занимают лидирующие места в чартах. Думаю, что благодаря данному дуэту Димаш еще больше станет известен в Турции и на всей планете. Хотя,
Как мы с вами знаем, он и без этого собирает большие стадионы и является мировой суперзвездой. Стоит отметить, что преданные поклонники Димаша встречали его по традиции в аэропорту с цветами и подарками. В Турцию также приехали люди со всего мира, из 44 стран мира специально на концерт своего любимого артиста. И даже штормовое предупреждение в эти дни не помешали зрителям насладиться потрясающим шоу, которое с открытого стадиона просто перенесли на закрытый. Сам Димаш успел прогуляться по Анталии с друзьями перед концертом. Перед началом основной части выступления Димаш выразил соболезнования всем погибшим и пострадавшим при землетрясении в Турции. Была объявлена минута молчания. Сам же концерт полностью прошел в комфортной и приятной атмосфере. Связь между артистом и зрителями можно было ощутить сразу. Тем более, что Димаш на каждом своем выступлении общается со своими зрителями и напрямую, и через песни. И еще одним сюрпризом для всех присутствующих зрителей в тот вечер было выступление Димаша вместе с постоянным участником его команды Расулом Усмановым. Расул исполнил песню «Меджнун Тал» на своем родном уйгурском языке под аккомпанемент Димаша. Еще один красивый дуэт получился. Также на сцене выступили музыканты-инструменталисты, которые, как мне кажется, можно слушать бесконечно. Ну и, конечно же, на данном концерте, как и на всех своих сольных концертах, Димаш, по традиции, которая уже давно полюбилась всем его слушателям, артист сыграл на знаменитом казахском народном инструменте под названием дамбра, прекрасное звучание которой всегда вносит свою удивительную атмосферу на каждом концерте. Mecnun dal, Mecnun dal, sözlerine kulak sal, kulak sal. Okşamal, hey Mecnun dal, Mecnun dal, Mecnun. Думаю, что Турция надолго запомнит этот день, и люди еще долго будут рассказывать друг другу о том, какие эмоции они испытали на данном концерте. Друзья, обязательно напишите свое мнение о данном видео в комментариях. Что вам больше всего понравилось? Напишите, были ли вы в Турции и хотелось бы вам побывать в ней. Спасибо
каждому, кто посмотрел это видео от начала и до конца. Спасибо, что продолжаете вместе с нами следить за жизнью и творчеством Димаша. Надеюсь, что вам нравится все то, что мы делаем на этом канале. Хотел бы извиниться за свой охрипший голос в наших последних роликах. Я делаю все возможное, чтобы восстановиться, поэтому я прошу вас сильно не злиться на меня из-за этого. Я продолжаю делиться с вами информацией, несмотря ни на что. Если вам понравилось данное видео, то дайте мне об этом знать с помощью ваших лайков и комментариев. Но и самое главное, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы больше никогда не пропускать наши свежие видео.